Сегодня у нас достаточно специфичная проблема для VFX-графа, но очень глобальная, и зачастую не все на самом деле осознают наличие этой проблемы. Давай, пожалуй, покажу. На сцене есть GameObject, у которого есть Visual Effect. Visual Effects, вот он здесь. Здесь, как ты видишь, их два. Один вызывается по событию Red, другой Blue. Как бы Red вот он идет наверх, стремится, Blue стремится вниз. Все в целом нормально и работает. Но есть проблема, связанная с тем, что мы не можем в один кадр вызвать два события одного типа. Например, смотри, я сейчас, у меня включено, да. Я запустил. Вот произошел вызов события Red, события Blue. Это происходит из кода, но есть один нюанс. Он на самом деле вызывает два события у каждого из этих ивентов. В коде это выглядит очень просто. Мы получаем эффект наш визуальный, говорим, чтобы это вызывалось каждые 2 секунды с базовым дилеем, с первым дилеем, точнее, в 2 секунды. Вот этот самый метод. Здесь у нас в цикле 2 раза. Мы формируем событие, где присваиваем позицию, текущую координату вот этого GameObject, плюс offset, который базируется на номере события. Для первого, соответственно, это будет 000, для второго будет 1000. И мы отправляем сразу два события. Это, как видишь, работает. Две, вот. Раз, два. Но есть проблема, то, что это запущено в цикле. То есть он должен отправить 4 вот таких события. Ну, суммарно их будет 4, но он отправит 2 red и 2 blue. И это не функционирует. Поэтому очень важный момент, то что в Unity графы вот такого рода нельзя вызвать за один кадр 2 раза. Вы можете вызвать разные события, да, но вы не можете вызвать одно и то же событие дважды или более раз за кадр. Проблема здесь кроется вот в этом. Какой-то гений из юнит-теков решил, что было бы неплохо вот этот блок, скажем так, завязать не на событии, а на типе события. Условно, тот код, который там генерируется, он уникален в рамках типа события, в рамках кадра, опять-таки. И, соответственно, сколько бы ты событий в кадр вот этого типа не посылал, там 10 редов, у них всегда будет один контекст. А если у них будет один контекст, это значит, что вот эти параметры, которые ты сопровождаешь, которые сопроводительны для твоего события, будут перезаписываться каждый раз. И вот здесь у нас получится таким образом, что параметры будут последние всегда. А это значит, что вся вот эта белиберда будет воспроизводиться в месте, которое было последним. И это проблема. Ты буквально не можешь воспроизвести эффекты, например, там граната, которая куда-то упала, она взрывается, и ты сферкастишь, проверяешь, кого она задела. И если граната задела 2-3 людей, ты молниеносно сразу же хотел бы вызвать в графе события там nade drop, передать координату, и все. Ожидаешь, что нормально отработает вся система, и у тебя произойдет, соответственно, 4, или в зависимости от количества целей, события с корректным позиционированием и прочими вещами. Но этого не будет. И это штука, которую Unity не очень любит обсуждать, потому что это проблема с момента выхода VFX графа. В 2000 году его вроде как обозначили. В 2000 году ее обозначили. В 2001, кажется, если судить по форуму, они добавили возможность, весьма специфическую, между прочим, обходить эту проблему. До этого костыля очередного способ был крайне нетривиальный, и хотелось от него убежать куда подальше. Но тем не менее, в чем суть? Суть в
в этом спаун-контексте, который, как я уже сказал, привязан. Соответственно, варианта у нас два. Либо исключать его, что, собственно, Unitech и сделали в 2001, либо как-то изгаляться с дополнительными параметрами. Я покажу оба способа, которые позволят решить эту проблему и никогда не думать о том, что у тебя некоторые события могут не вызываться в кадр, когда их несколько, да? И начнем мы, пожалуй, с того способа, который сейчас Unity рекомендует использовать. Он называется Direct Link. И в данном случае он так называется, потому что можно сделать вот таким вот образом. Мы полностью исключаем spawn контекст из нашей системы. Его больше нету. И теперь мы напрямую события направляем в initialization. Но есть проблемка, и сейчас ты ее увидишь. Сейчас, как видишь, это работает. Вот у нас есть раз партикля, два партикля, раз партикля, два, каждого типа. Соответственно, как в этом цикле. Но есть проблема с тем, что мы не можем управлять количеством здесь, потому что мы буквально отказались от спаун-контекста, где находится бурст, этот периодик бурст, или сингл бурст, или констант эмиттер. В общем, у нас нет возможности из графа управлять количеством VFX, которые мы выбрасываем. Это очень печально, потому что теперь то, как это советует делать Unity, значит, нам приходится делать в собственном коде. А для этого нам придется писать этот код, буквально выносить все настройку всех эмиттеров в наш код, блин, и эмитить его у нас. Ну, сами партикли будут здесь, а эмиттеры будут у тебя в коде. К чему мы, соответственно, можем прийти? У нас есть Just Drop Multi, который в себе содержит пример того, как можно реализовать указание количества. В конечном итоге вам придется написать что-то нечто более масштабное, включающее в себя какой-нибудь кастомный митинг. Но давай посмотрим. Мы выключаем это, включаем это, и сейчас у нас будет все хорошо. Вот они. Их здесь нормальное количество в каждой. Именно 2. То есть каждый раз, два, раз, два, раз, два. И это указывается с помощью вот этого параметра, который является spawn count. Соответственно, если мы вызываем событие, добавляем к нему атрибут spawn count, то в инициализацию вызовется, получается, 2 раза, потому что их тут 2. И таким образом мы можем плюс-минус управлять. Ну и как управлять? Мы таким образом буквально вынуждены писать собственные эмиттеры. Да, можно сделать что-то унифицированное, но это уже, скажем так, будет весьма, наверное, в большей степени индивидуальный момент, потому что каждому они должны быть свои. Плюс есть нюансы, связанные вот с дополнительными атрибутами. Так что это не суть важно, и в целом не так уж и сложно делается, будем откровенны, поэтому ни у кого особо не должно возникнуть проблем. Важно, что важно понимать, что мы отказываемся от spawn-контекста, и теперь все события посылаем в граф, но посылаем мы их, из собственных эмиттеров. Вот буквально вот так вот. Здесь указывается позиция в событии, параметр события с позицией, и дополнительно указывается, сколько нужно задропать этих самых партиклей вместе с этим событием. Мы посылаем их в кадр, в цикле, в один кадр, и все это работает. Это что касается современной реализации, то есть вот такой вот Direct Connect, Direct Link, он же, вместе со spawn count позволит нам писать собственные внешние эмиттеры, как вам заблагорассудится это сделать. И другой способ, допустим, в отсутствии Direct Link, когда у нас старая версия графа, где его не было, видится мне, наверное, разве что только реализация через графический буфер, но в старых версиях я подозреваю, что это будет какая-нибудь текстура. Разница это не меняет, там синтаксис немножко другой. Теперь давай посмотрим, как это сделать в старой версии графа, где у нас нет возможности связывать что-то напрямую. Сейчас на сцене он выключен, мы его включаем и смотрим. У нас здесь вызывается в кадр 5 событий.
каждый из которых имеет 10 партиклей. И все они устремляются вверх, соответственно, просто устремляются вверх по определенному алгоритму, достаточно примитивному, дабы просто понимать, что есть различия. Давай тогда, наверное, сначала с кода. Что у нас происходит в коде? Мы все так же получаем эффект, говорим это вызывать раз в 2 секунды. Здесь у нас есть объявленный список из событий. Он вот такой, потому что здесь изначально подразумевалось нечто большее, большее количество данных, но пока что я их удалил, и поэтому он немножечко избыточный здесь, кому-то может показаться, но это не критично. Это список из событий. Мы, как видишь, здесь в цикле 5 раз в него добавляем наше событие, куда добавляем позицию. Текущую позицию плюс позиция с офсетом. То есть чем-то похоже на вот это, где-то вот здесь, да. Где плюс 1 по x у нас идет. Здесь, соответственно, будет плюс 1 для всех 5 эффектов. Раз, два, три, четыре, пять. Они, как видишь, все смещены на 1 юнит вправо в данном случае. После чего мы посылаем событие. Причем оно не параметризировано вообще ничем. Мы просто его посылаем. И в данном случае граф находится вот в этой точке. Он получил событие, но на самом деле он получит его чуть позже, потому что сами события в графе обрабатываются, если память не изменяет, примерно в late update. То есть писать его непоследовательно здесь это нормально, плюс-минус. Далее мы формируем графический буфер. Графический буфер — это просто условный такой список из данных. В данном случае это список из вектор 3. Этот буфер мы можем передать потом в fxgraph. Где это делается, я тоже покажу все здесь, кстати. Далее мы формируем массив из вектор 3, которые будут являться данными для нашего буфера. Он сопоставим по длине количеству событий. После чего мы проходим все события и запихиваем в наш буфер с данными позицию вот эту вот. То есть сейчас здесь находится буквально 5 вектор 3 позиций, соответственно, текущая, плюс 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4 и плюс 0, плюс 1, плюс 2, плюс 4. И там плюс 3 еще где-то было. Хорошо, сформировали. Далее мы устанавливаем этому буферу данные. Вот здесь вот это устанавливается сюда. Это все весьма совместимо. После чего мы, как видишь, в эффект передаем два значения. Первое — это размер буфера. Он нужен будет, я поясню, зачем чуть позже. Второе — сам буфер. И теперь мы переходим к VFX графу. Вот наше значение буфера здесь указано, и буфер size вот здесь. В чем вот эта вся бельберда заключается? Проблема, повторюсь, вот в этом блоке, который мы почему-то захотели оставить, потому что у нас нету директ-линка, и значит нужно как-то выкручиваться. А так как любой контекст, который сопровождает событие, у нас является, скажем так, скомпрометированным, и доверять ему нельзя, поэтому единственный способ хранить данные — это в буфере и получать их оттуда тем или иным способом. В данном случае у нас в спауне написан single burst. Single burst, получается, будет вызван один раз, когда мы вызвали событие. То есть код пришел сюда, и он вызывает этот single burst. Здесь указано количество. И вот тут начинается, может быть, многим непонятные вещи. Мы берем буфер size, который у нас тут вот равняется, получается, 5, умножаем его на 10, и получается 50. Можно догадаться, что на каждый из этих элементов приходится по 10 партиклей. То есть сюда мы в single burst передаем, что мы должны заспаунить 50 партиклей. Соответственно, каждый из которых, то есть каждая десятая, с 0 по 9 там, и так далее, будет отвечать за отдельную позицию. То есть вот это вот партикли первой десятки, второй десятки, третьей десятки, четвертой и пятой десятки. Если мы хотим больше партиклей, мы пишем сюда там 25 условно, и все продолжает работать. Хорошо, мы дропнули 50 партиклей. Теперь мы в самом нашем системе инициализации берем и сэмплим графический буфер. Собственно, это делается таким образом. Ты просто пишешь здесь sample графический график буфер. Потом важно, берешь здесь и выбираешь тип, который там находится. Он должен быть равным вот этому, в данном случае вектор 3. И все. Соответственно, чтобы извлечь из графического буфера данные,
которые нам нужны, а нам нужна позиция, так как у нас их 5 элементов, то spawn index entity вот здесь вот, это значение от 0 до 49, то нам нужно просто привести его к формату там от 0 до 4. Да? То есть вот мы просто делим его на 10, превращаем в uint, чтобы это использовать вот здесь, ну, для тестов. И далее мы берем это значение, которое получилось, и извлекаем его из буфера. Соответственно, для партикли 0, 1, 2, 3, 4, бла-бла-бла и так далее, будучи поделенными на 10, индекс в графическом буфере будет 0. Для партикли 15, поделенный на 10, будет индекс в графическом буфере 1. И так далее. Соответственно, для всех 10 вот этих вот последовательных партиклей мы получаем их актуальный индекс в том, откуда они должны достать из буфера данные. Они их извлекают и устанавливают себе в позицию. И, собственно, вообще-то это все. Отдельный привет для Unitec, которые почему-то вот до сих пор не фиксят эту проблему. Но сделать VFX граф, который нельзя в кадр вызывать несколько раз, это пиздец. Это другим словом назвать нельзя. Потому что сделать, ладно, хорошо, но не фиксить это 3 года, нормально фиксить не 3 года, оставляя вот эту возможность все-таки в графическом редакторе менять. Хотелось бы управлять системой спауна, здесь, да, а не где-то там, что вы там напишете. Это неправильно. Это жуткий факап, но тем не менее. Так что good luck, have fun, теперь ты знаешь чуть больше.